Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим, какая же тайная поклонница у вас. И есть ли вообще у вас тайная поклонница. Итак, настройтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И смотрим, что у вас сейчас происходит в жизни. У вас была женщина, которую вы очень сильно любили, которая причинила вам сильнейшую боль, и, скорее всего, с этой женщиной вы расстались. Это не просто ссора была, скорее вы расстались, там, либо же развод у вас случился. Причем у многих может проиграться, что это уже было давно, вот какой-то период, это может быть даже не 1 и не 2 года прошло, это уже какой-то длительный период. Да, у вас могли быть женщины, ну, такие легкие отношения, либо же это одноразовые, либо же это такие непродолжительные, чисто для физиологии, да. Но вот вам хочется стабильности. Вам хочется стабильности, но как-то вот у вас не получается наладить личную жизнь. Так. Так, что у вас еще происходит? Вы весь ушли в работу. Зарабатывание денег. Причем у кого-то из вас может проигрываться, знаете, вот ситуация какой-то конкуренции. Это либо же по работе, вот кто-то, знаете, может у кого-то даже подсиживать. У кого-то ситуация может проиграться, что вас могут либо же подсиживать на работе, может быть, ваше место надо, ваша зарплата. Либо же это какая-то конкуренция по работе, смотря где вы работаете. Тоже такая ситуация может проигрываться. Много злости, обид в вашей жизни, много агрессии. Вы мужчина такой довольно с непростым таким характером. Активный мужчина, ревнивый, вы собственник. Вы, знаете, вот вы любите, когда люди исполняют то, что вы говорите им, что ли, вот так, наверное. Вот вы такой вот по своей натуре, вы вот начальник. Я не скажу, что вы диктатор, да, но такой серьезный мужчина вы. В вашей жизни, вот у нас выпало колесо фортуны, у вас будут какие-то судьбоносные перемены. Посмотрите. Давайте посмотрим, что у вас идет по личной жизни, есть ли у вас тайная поклонница, да? Как интересно выпало. Знаете, почему-то женщины вас некоторые побаиваются. Вот побаиваются, может быть, подойти, познакомиться. Это может быть даже по работе, там, я не знаю, знакомые, может быть, в компании какой-то. Женщины почему-то вот вас боятся. Может быть, у вас внешность такая сильно, знаете, грозная, неприступная. Может быть, вы очень серьезный. И она, может быть, знаете, вот есть женщины с заниженной самооценкой, и они считают, что вот они недостойны какого-то мужчины. Может быть, они просто, да, из таких, что вот они считают, что они низший слой, а вы выше. По статусу, может быть, выше. То есть как-то вот вы женщинам почему-то страх вселяете. Странно как-то. Знаете еще что? Вот по жизни, вот несмотря на то, что вы сильный мужчина, самодостаточный, но очень часто женщины вами управляли. Вот в отношениях вы становитесь, ну типа там белый пушистый. Вот вы настолько поддаетесь, вот знаете, когда это любовь, когда вас накрывает с головой любовь, то вы становитесь таким, знаете, ну совершенно ручным. Как говорят, влюбленный волк уже не хищник. Вот так примерно и вы были. А вот когда вы влюблены, а тем более, когда вы любите, это просто что-то. Вы в омут с головой. Вы так привыкли по жизни. В общем-то, это, с одной стороны, правильно. Когда любишь, да, хочется отдавать другому человеку, хочется делать счастливым его.
Но просто в вашем случае это, к сожалению, не оценилось. Поэтому много болей, много страданий. Вы много по жизни вообще оправдывались, отбивались от чего-то, пробивались. Даже, может быть, по работе, вот знаете, вы сами себя сделали. Вот, может быть, по карьерной лестнице вы шли. Личная жизнь. Вы по жизни, вы нравитесь многим женщинам. Но, как я сказала, да, некоторые из них боятся к вам подойти почему-то. Знаете, в вашем окружении даже есть женщина. Это может быть женщина, которая либо же в госслужбе где-то работает, юриспруденция. Ну, где-то какие-то такие серьезные, это могут какие-то, знаете, вот, ну, государственные учреждения быть, серьезные учреждения. Вы где-то пересекались с этой женщиной. Вы могли даже не обратить внимания на эту женщину, но она вас заметила. И вы очень ей понравились. И знаете, такое ощущение, что эта женщина за вами наблюдает. Может быть, в соцсетях, там, я не знаю, в мессенджерах. Но этой женщине вы запали в душу. Знаете, бывает, вот пойдешь где-то какую-то просто либо справочку нужно взять, либо там в больницу, куда-то еще. Ну, то есть какие-то структуры, где вы могли даже не придать значения этой женщине. Женщина красивая, интересная, но поскольку у вас такое вот состояние, да, что ну как-то женщин и хочется, и колется, и мама не велит, да, то вы могли ее как-то и не заметить. Так, либо же, знаете, своими делами были в этот момент заняты, голова была какими-то проблемами занята. Вот эта женщина, которая запала на вас, так скажем, она тоже нравится мужчинам. У нее есть поклонники, она интересная, она моложе вас. Так. Она, знаете, вот будет ли она как-то с вами еще пересекаться? Пока я не вижу, что она инициативу проявлять не будет. Может быть, вы где-то один раз даже пересеклись. Пока что я не вижу, что она будет что-то делать, но вы ей запали. Пока она, знаете, она обдумывает. Стоит ли, может быть, у нее там ваш телефон остался, да, может, вы что-то оформляли, там, какую-то справку или еще что-то в больнице, там, я не знаю. Ну, то есть, я думаю, ваши данные у нее есть у этой женщины. И она пока думает, знаете, вот звонить, не звонить, писать, не писать, а как он воспримет, а вдруг у него кто-то есть. Ну, то есть, у нее такие вот мысли. Она сейчас в такой стадии неопределенности, она не знает. Вот с одной стороны вы ей понравились, а с другой вот она снова, опять же, да, вот страхи. И эта женщина вот побаивается. А вдруг не получится, а как он воспримет? Хотя, знаете, большая вероятность, что все-таки с этой женщиной у вас начнутся отношения. Вот, а давайте сейчас спросим, как она проявится, либо как вы пересечетесь с ней, как же все-таки у вас это все начнется. Так. Да, вы где-то пересечетесь с этой женщиной, либо же вы повторно в этой организации будете, либо же вы где-то в одной компании, может быть, ну, то есть в людном месте, может быть, даже хоть и в автобусе, где-то вы снова столкнетесь с этой женщиной, и как-то это все у вас пойдет, оно по накатанной, причем неожиданно, вот как-то вы начнете разговаривать, разговоритесь, там то, сё. Вот как-то с легкостью у вас это все пойдет, вот общение, сначала легкое общение, потом уже более серьезное там знакомство, отношения и так далее. А пока, да, пока она вот переживает, вот она не знает, как ей к вам подъехать, она одинокая, эта женщина, она много настрадалась. Женщину, которую предавали, причем ее предавали не один раз. Она еще, знаете, вот она очень переживает, чтобы ей снова не сделали больно.
Поэтому она очень так настороженно к мужчинам относится. Вот у нее был длительный период, когда она вообще ни с кем не встречалась, ей просто было больно и было не до любви. Потому что вот эти вот страхи повторной боли, они очень сильны, они держат многих людей. Так, и что же будет дальше? Да, с этой женщиной у вас должен начаться сначала роман. Сначала вы будете считать, что это какой-то легкий роман, да, вот, ну, как-то вы отнесетесь к этому, ну, несерьезно поначалу. А потом уже это все закрутится, завертится. Посмотрите, у нас карта Солнца выпала. Стабильность и финансовая, и эмоциональная. То есть со всех сторон с этой женщиной в вашу жизнь вернется вот та стабильность и гармония. Гармония внутренняя, гармония внешняя. То есть, но повторюсь, поначалу эта женщина вам покажется, ну, это что-то несерьезное, мимолетное и ненадолго. Но она возьмет вас в оборот, вот обаяет. Женщина, которая даст вам все то, что вам так давно не хватало. Ту заботу, внимание, ласку. Хоть вы сейчас и не верите, что такие женщины есть. Но поверьте, они есть. И все у вас наладится. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока!